Привет! Как вы знаете, у меня сейчас, к сожалению, нет возможности уделять много времени большим проектам, но здесь появилась одна тема, которую мне захотелось раскрыть на своем канале. Меня пригласили сняться в шоу «Теперь я босс», выпуск, посвященный владельцам двух цветочных магазинов. А цветы я люблю. И меня, кстати, многие из вас там уже видели и писали мне об этом. Шоу построено на том, что владелец большого и малого бизнеса меняются местами на 3 дня и рулят чужой компанией. Мне нравятся подобного рода передачи, потому что, да, это реалити-шоу, но из каждого выпуска можно подчеркнуть что-то новое для себя. Если вы, например, хотите начать вести свой бизнес, причем неважно в какой области, или же с точки зрения потребителя, мне кажется, много кому интересно узнать, что как устроено в больших и маленьких компаниях. Выпуск со мной вы уже можете посмотреть по ссылке в описании и можете написать там что-то по классике жанра из серии «Ставь лайк, если пришел от Машериши» или что хотите, можете написать в целом, как вам выпуск. Плюс на этом канале вы можете найти больше дополнительного материала, связанного с этим реалити-шоу, и этих видео вы не увидите по телевизору, поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Я про съемки расскажу еще чуть-чуть в конце, а пока давайте разберемся с упаковкой подарков. В выпуске вы услышите, что мы делаем упаковку подарков за подписку в Инстаграме. Но суть была не просто в упаковке подарка, а в сочетании маленького букетика с этой самой упаковкой. Мне стало интересно, возможно ли это в принципе и как поведут себя цветы в данной ситуации. В некоторых цветочных магазинах можно найти какие-то маленькие веточки-обрезки, которые продаются дешевле обычного. И я нашла вот такие очень-очень нежные цветы, и они сыграют нам на руку еще и в том плане, что если что-то пойдет не так, такие цветы особенно быстро завянут. Для имитации обертки букета я отрезала квадрат из бумаги для пастели, она плотнее обычной. Правда, он получился не очень ровный, но это не сильно важно, этого не будет видно. Затем складываю отрезанный кусок бумаги вот таким образом, и я делаю это на глаз. Нижний уголок сгибаю, прям прожимаю линию сгиба, а дальше все разворачиваю и сгибаю обратно уже так, чтобы этого лишнего треугольника снизу не было видно. То есть я начинаю все сгибать с него по уже существующим линиям. Теперь это надо склеить, но здесь надо быть осторожными, чтобы не приклеить все к самой задней стенке, чтобы этот кармашек оставался кармашком. И вот что получается. Теперь нам надо сделать наполнение этого кармашка таким, чтобы цветы в нем продержались как можно дольше. Для этого я беру уголок пакета, это может быть любой пакет, и отрезаю кусок по высоте размером с розовый кармашек. Вставляю уголок от пакета внутрь и получаю вот такую симпатичную обертку для цветов. Изначально я не хотела, чтобы пакет было видно, но, по-моему, так тоже довольно мило смотрится. Для удержания влаги внутри я взяла самую обычную салфетку. Складываю ее точно так же, как сначала складывала розовый картон, и отрезаю по размеру. И уже хватаюсь за цветы, хотя стоило прежде намочить салфетку. Напитываю салфетку водой и вкладываю ее в пакет, и с помощью уже отрезанного цветка проталкиваю до конца внутрь. Важно, чтобы салфетка была ниже, точнее короче пакета, тогда ничего не протечет. Ну и плюс вы потом просто этот подарок с букетом этим не переворачиваете, тогда точно ничего не вытечет. Мне было удобнее делать букет вне розового кармашка. И только когда уже собрала все, я вставила в розовую часть
И за счет того, что она плоская, а внутри еще и салфетка, цветы получились довольно хорошо зафиксированными. Теперь упаковка. Я возьму самый простой пример, прямоугольный предмет, и в данном случае блокнот, просто чтобы показать вам. И да, какой-то цветной бумаги я предпочла крафтовую, потому что на ней мой букетик, мне кажется, будет смотреться лучше всего. Как видите, размер бумаги, куска бумаги, который я отрезала, превышает предмет. Придерживая сверху крафтовую бумагу, я натягиваю ее, чтобы вот здесь уже образовались сгибы, по которым потом будет проще сложить бумагу. Двусторонний скотч стоит приклеивать не вот сюда, а на этот край. Тогда самый краешек бумаги у вас точно будет приклеен. И теперь боковушки. Край бумаги я вот таким образом подтягиваю наверх, а потом прижимаю все, что внизу, и получается вот такой уголок. Ну а дальше совсем все просто, двусторонним скотчем приклеиваю это наверх. В завершение я решила добавить холщовую веревку и сделать маленький бантик. А самое интересное вот что. Мне хотелось узнать, как поведут себя цветы, сколько вообще они продержатся таким образом. И поэтому я убрала этот подарок в холодильник на ночь, чтобы посмотреть, что будет, например, если мы будем таким образом что-то оформлять заранее. Ну, то есть накануне дня X. Только... Ой. Давайте дубль 2. Ну, как вы поняли, уже с первого дубля цветы отлично продержались. И здорово еще и то, что человек, которому вы дарите таким образом подарок, может потом поставить цветы в вазочку, ну или в рюмочку. Все зависит от размера вашего подарка. И цветы будут продолжать радовать глаз. И я обещала вам еще немножко рассказать про передачу. Все, что вы там видите, это все по-настоящему. Если кто-то начинает жестить, если кто-то начинает нервничать, это все так и есть. Ни у кого нет текста. Я так нервничала. Просто потому, что это была абсолютно новая ситуация для меня. Но съемочная команда, не группа, а именно команда, очень классно и профессионально работала, а мне было очень интересно, как снимаются подобные передачи. Ну и мне, конечно же, есть чему у них поучиться для реализации моих дальнейших проектов. Надеюсь, это видео было для вас интересным и полезным. Смотрите выпуск «Теперь я босс» с моим участием по ссылке в описании. А я вас вот так вот люблю. Пока.